Представьте себе территорию, превышающую по площади всю Европу. Континент, скованный вечным холодом, где ветер способен сбивать с ног, а температура опускается до отметок, несовместимых с жизнью. Но самое пугающее в Антарктиде – это не климат. Самое пугающее – это беспрецедентный уровень секретности, который окружает этот ледяной материк уже более полувека. Для широкой публики Антарктида – это милые пингвины, героические полярники и бесконечная белая пустыня, открытые для науки. Но если вы попытаетесь попасть туда самостоятельно, без одобрения государственных структур и специальных разрешений, вы столкнетесь с невидимой, но непробиваемой стеной. Антарктида – единственное место на Земле, которое фактически не принадлежит никому, но охраняется строже, чем самые секретные военные базы. Давайте обратимся к фактам, которые не дают покоя исследователям-альтернативщикам. В 1959 году, в самый разгар Холодной войны, когда мир стоял на пороге ядерного уничтожения, и СССР и США были готовы стереть друг друга с лица Земли, происходит нечто удивительное. Непримиримые враги внезапно садятся за стол переговоров и подписывают договор об Антарктиде. К соглашению присоединяются 12 стран-лидеров. Суть договора проста. Антарктида объявляется безъядерной зоной, территорией мира и науки. Никаких военных баз, никаких испытаний оружия. Звучит благородно? Безусловно. Но скептики задают резонный вопрос: с каких пор сверхдержавы, делящие каждый клочок влияния на планете, вдруг решают оставить гигантский континент с колоссальными залежами ресурсов ничейным? Что заставило их забыть о вражде и установить единый кордон вокруг Южного полюса? Существует теория, что договор 1959 года – это не пакт о мире, а пакт о карантине. Что если ледяной занавес был опущен не для того, чтобы защитить уникальную природу Антарктиды от человека, а чтобы скрыть от человечества то, что находится в глубине материка? Сегодня Антарктида – самая закрытая бесполетная зона в мире. Гражданским самолетам запрещено летать над ней. Любая независимая экспедиция обязана пройти сложнейшую бюрократическую процедуру согласования, предоставить маршруты и цели. Свободное плавание в южных широтах жестко контролируется военными патрулями разных стран. Официально это делается ради безопасности самих путешественников. Спасать кого-то во льдах невероятно дорого и сложно. Но энтузиасты уверены, такой контроль нужен, чтобы никто случайно не увидел лишнего. Что именно скрывает этот ледяной щит? Входы в подземные полости, руины цивилизации, жившей здесь до оледенения, или, может быть, технологии, за которыми охотились еще в середине 20 века? Ведь интерес к этому месту проснулся задолго до подписания мирового договора, и первыми, кто проявил к ледяной пустыне нездоровый, почти мистический интерес, были вовсе не ученые и климатологи, а верхушка Третьего Рейха. Если интерес современных держав к Антарктиде можно объяснить геополитикой или ресурсами, то одержимость нацистской Германии ледяным континентом выглядит как сюжет фантастического триллера. Однако это исторический факт, задокументированный в архивах. В конце 1930-х годов, когда мир стоял на пороге войны, Германия неожиданно отправляет к берегам Антарктиды не военный крейсер, а исследовательское судно «Швабия». Официальная цель звучала до смешного мирно – поиск жира для производства маргарина и мыла. Но оснащение экспедиции говорило об обратном. На борту находились самолеты, катапульты для их запуска и команда, отобранная из лучших специалистов Люфтваффе и Кригмарины. Немцы исследовали огромную территорию земли королевы Мод, сбрасывая из самолетов 1000 металлических вымпелов со свастикой. Они застолбили за собой участок размером с современную Германию и назвали его «Новая Швабия». Но зачем? Именно здесь начинается территория конспирологии, тесно переплетенная с реальными странностями.
Существует знаменитая цитата гросс-адмирала Карла Денница, который в 1943 году загадочно произнес: «Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера неприступную крепость, настоящий Шангри-Ла». О какой крепости шла речь? Сторонники теории заговора утверждают, что немцы обнаружили подо льдом систему теплых песчин и озер, связанных подводными туннелями. Именно там якобы была основана секретная база 211. В пользу этой версии говорит странная статистика. После капитуляции Германии в 1945 году союзники не досчитались огромного количества новейших подводных лодок класса U-Boat, а также нескольких тысяч высококвалифицированных ученых и инженеров, которые бесследно исчезли вместе с семьями. Но самым весомым доказательством того, что в Антарктиде происходило нечто странное, стала реакция США. В 1946 году, когда мир только начал зализывать раны после войны, Америка снаряжает беспрецедентную экспедицию к Южному полюсу, операцию «High Jump» — «Высокий прыжок». Командовал ею легендарный полярник адмирал Ричард Бёрд. Официально это была научная миссия, но посмотрите на состав ученых. Авианосец, 13 кораблей поддержки, 25 самолетов и вертолетов и более 4000 морских пехотинцев в полном боевом снаряжении. Это не было наукой. Это было вторжение. Экспедиция была рассчитана на полгода, но свернулась всего через пару недель. Американский флот бежал из Антарктиды. По возвращении адмирал Бёрд дал шокирующее интервью чилийской газете «Эль Меркурио», где заявил, что США должны быть готовы к врагу, который может перемещаться от полюса к полюсу с невероятной скоростью. Архивы операции до сих пор частично засекречены, но просочившиеся сведения рисуют пугающую картину. Участники экспедиции рассказывали, что их атаковали странные летательные аппараты, выныривавшие прямо из воды. Летающие тарелки с крестами на бортах беззвучно сжигали американскую авиацию лучами неизвестной природы. Был потерян эсминец. Десятки людей погибли. Кем были эти защитники ледяной цитадели? Выжившими нацистами, освоившими технологии древних, или кем-то иным, кто просто использовал немцев как ширму? Адмирал Бёрд до конца своих дней утверждал, что за ледяной стеной скрываются земли, неизвестные человечеству. И если военные столкнулись там с технологическим превосходством, это объясняет, почему Антарктиду так поспешно закрыли для всех любопытных глаз. Если истории о нацистских базах еще можно списать на военную паранойю и туман войны, то следующий факт ставит в тупик даже самых закостенелых скептиков. Речь идет о картографии. Официально Антарктида была открыта русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева совсем недавно, по историческим меркам, в 1820 году. До этого момента Южный континент считался гипотетической Terra Australis Incognita. Однако в музеях мира хранятся документы, которые напрочь рушат эту хронологию. Это так называемые неудобные артефакты, древние карты, на которых Антарктида не просто присутствует, но и изображена с пугающей детальностью и без ледяного покрова. Самый известный пример – карта турецкого адмирала Пири Рейса, датированная 1513 годом. Сам адмирал честно писал, что при составлении своего атласа пользовался гораздо более древними источниками, некоторые из которых восходят к эпохе Александра Македонского. На куске шкуры газели с невероятной точностью прорисованы очертания Южной Америки и Африки, и внизу побережье Антарктиды, земля королевы Мод. Но вот в чем загвоздка. На карте Пири Рейса этот берег свободен от льда. Там изображены устья рек, горные хребты и заливы. Официальная наука долгое время считала это фантазией художника. Мол, адмирал просто дорисовал сушу для баланса композиции. Так продолжалось до середины XX века. В 1949 году
Объединенная шведско-британская экспедиция провела сейсмическую разведку этого района Антарктиды через толщу льда. Результаты повергли исследователей в шок. Подлюдный рельеф материка идеально совпал с тем, что было нарисовано на карте Пири Рейса 400 лет назад. То, что сегодня скрыто под километровым панцирем льда, на карте было изображено как цветущая суша. И это не единичный случай. Существует карта французского географа Оронция Финеуса 1531 года. На ней Антарктида показана целиком, с горными цепями и реками, стекающими в свободное от льда море Росса. Современные геологи подтверждают, эти реки действительно существовали, но замерзли примерно 6000 лет назад. Эти находки проанализировал профессор Чарльз Хепгуд, чью теорию поддержал даже Альберт Эйнштейн. Вывод Хепгуда пугает своей простотой. Чтобы составить такие карты, кто-то должен был провести топографическую съемку Антарктиды за 1000 лет до нашей эры, когда климат там был умеренным. Более того, точность долгот на этих картах предполагает использование сферической тригонометрии и хронометров, которые наша цивилизация изобрела лишь в XVIII веке. Кто мог картографировать континент в те времена, когда предки европейцев бегали в шкурах с каменными топорами? Речь идет о неизвестной высокоразвитой цивилизации мореплавателей, которая существовала в глубокой древности. Если эти древние картографы видели Антарктиду зеленой и цветущей, логично предположить, что они не просто проплывали мимо. Вполне возможно, они там жили. А если они там жили, то должны были оставить после себя нечто большее, чем просто очертания берегов на старых пергаментах. Они должны были оставить города. Доказательства перед вами. Верить в них или нет – ваш выбор. Если вам понравился наш разбор фактов, поддержите канал лайком и подпиской. Это мотивирует нас копать глубже и искать правду там, где другие боятся искать. В комментариях я жду ваш вердикт. Какая из озвученных сегодня теорий звучит наиболее убедительно, а какая – полный бред? Пишите честно. Нам важно знать мнение думающей аудитории.